Хорватия – это не только море. Едем на машине в Загреб. За несколько часов осмотреть достопримечательности столицы Хорватии. Какие апартаменты снимете зимой за 20 евро в сутки? Бронируем в последнюю минуту. Что можно увидеть, съехав с автострады? Одним глазком – Плитвицкие озера. Очередь грузовиков на границе – десятки километров. Довольно часто Загреб остается в стороне от туристических маршрутов, ведь большинство отдыхающих мечтают о море, а столица Хорватии расположена в 160 километрах от побережья. Осень в буковом лесу. Если двигаться на авто с юга, со стороны Черногории, добираться сюда нужно, преодолевая границу с Боснией и Герцеговиной. У Хорватии есть анклав Дубровник, это что-то вроде российского Калининграда. Но скоро ситуация изменится. Вот он, Дубровник, добро дошли. Хорватия строит мост для того, чтобы, минуя Боснию, можно было попасть в ее анклав Дубровник, в ту часть страны. Огромные инвестиции вложены в это сооружение. Это будет вантовый мост длиной 2 километра 400 метров. Высота конструкции 55 метров. Строит его китайская компания, и завершение работ – это 2021 год. Так что скоро, чтобы попасть в столицу Загреб из крайней южной точки Хорватии, не потребуется пересекать границы другого государства. Загреб после городов на Адриатике, входивших в состав бывшей Югославии, показался по-настоящему столичным. Влияние Австро-Венгерской империи ощущается и в планировке города, в архитектуре, в деловитости и в отсутствии приморской расслабленности. Национальный театр Хорватии. Уникальный архитектурный памятник. Считается, что он выдающееся архитектурное произведение. На знакомство со столицей Хорватии, как и в Сплите, у нас всего несколько часов. Чтобы добраться до самого сердца Загреба, верхнего города, нам надо найти парковку. В центре шансы есть только на подземных стоянках. Как в любой столице, со свободными местами непросто. Господи, там еще в эти места нужно умудриться вписаться. Там такие места для муравьев. Да, надо умудриться. Ой, как только наш папа, суперпрофессионал по парковке, смог притулиться сюда. А дальше старинный фуникулер, самый первый общественный транспорт города. И Загреб как на ладони. Это крупнейший город Хорватии с населением около 800 тысяч человек. Мы в верхнем, а под нами так называемый нижний город. В XI веке, к которому относятся первые упоминания урочища Забрик, это были два разных населенных пункта. В единое целое они слились лишь в XVII веке. А за спиной оборонительная башня XIII века, построенная для защиты города с юга. Но нынешний вид – результат перестройки в XIX веке. Тогда же наверху установили пушку, которая каждый день в полдень залпом заставляет вздрогнуть каждого туриста. Когда с сумерками закончились потрясающие морские пейзажи, тему средиземноморского колорита поддержали свежайшие, только собранные цитрусовые. Мандарин, да? А сколько стоит? 5 кило 30 секунд. А на евро? 4 евро. 4 евро 5 кило. 4 евро 5 кило. Ну, дешево, хорошая цена. Аромат по всей машине. В Загребе оказались уже ночью. Смотри, река, мост какой красивый. Да? Здесь нас ждали отличные для ночевки апартаменты. Заходим в апартаменты, которые мы арендовали буквально за 15 минут до этого. Там игрушка. Что мы видим? Столе. Игрушка на столе. Так. У нас супер модерновый дизайн. Хотя мы, собственно, в старом здании. А, игрушка у тебя. Вот оно что. Вот у нас дети сразу пошли проверять, что к чему. Вот такой интересный здесь кухонный уголок, минимализм. Ну, переночевать на одну ночь самое то. Вот, замечательно.
А вот и утренний вид из окна. О, вездесущий транспорт. Ночью хорошо слышно трамвай, не зря здесь жалюзи. Люди все окна задраивают на ночь. Мы в центре города, буквально за нашим домом, отель «Шератон». Здесь, конечно, сложно догадаться, что это именно так. А вот и главная достопримечательность старого города. Собор Святого Марка – достопримечательность Загреба, которая известна далеко за пределами Хорватии. А все благодаря вот этой цветной черепичной крыше. Собор, собственно, этот старинный, он построен по историческим источникам, примерно не построен, а известен уже в 13 веке, а может быть и раньше существовал. Многократно перестраивался из-за землетрясений, пожаров. Но нынешний облик и эту крышу он приобрел. Слышите, как красиво колокола звучат? Полдень, наверное? Нет, без 15-12. Эту крышу приобрел он только в конце 19 века, во второй половине 19 века. С другой стороны кровли виднеются два герба прямо на крыше. Один герб Загреба и другой Объединенной Хорватии. Внутри тоже есть что посмотреть, там уникальные деревянные скульптуры. Но сегодня приезжает премьер-министр в законодательное собрание, которое находится неподалеку. И поэтому все оцеплено, мы наслаждаемся только внешним видом. Табличка памяти Николы Теслы, родившегося в Хорватии 165 лет назад. Сегодня власти страны взяли курс на создание туристического бренда «Великий изобретатель Никола Тесла» и турмаршрутов. Но кто хочет копнуть глубже, узнает страшные вещи. Сербское население деревни, в которой родился Тесла, в 20 веке было полностью уничтожено. Это около 600 человек. 500 человек заживо сожжены в период фашизма, а оставшиеся погибли в 1991 году от рук радикальных националистов. Дом Теслы и православную церковь, в которой служил отец Николы Теслы, в годы Второй мировой войны разрушили. Восстановлена церковь в 1985 году. Об этом не рассказывают туристические буклеты в Хорватии сегодня. Кажется, дождь начинается. Бегом к древним городским воротам, свидетельству мощи былой крепостной стены верхнего города. Каменные ворота Загреба – это одни из 5 ворот, которые сохранились у верхнего города. Когда-то они защищали город, сегодня остались только эти ворота, и в них уникальная часовня. В страшном пожаре в 1731 году многие здания в городе погибли, и только икона Божьей Матери, которая была в этих воротах, не только не сгорела, но и даже не потемнела. До сих пор многие горожане и туристы приходят к этой иконе помолиться и верят в чудодейственную силу этой иконы. Уже знакомый нам вагончик, теперь движемся вниз. Покатились обратно на вагончике. Ух ты, это тот самый взрыв. Выстрел из пушки каждый день в 12 часов. Нужны зонты. Не успели мы осмотреть достопримечательности. А мокрым-то сидеть, нам еще до Вены ехать не очень хорошо. Поэтому бежим на паркинг. Вся Хорватия как артериями пронизана автобанами. Но если съехать на обычную дорогу, ничуть не уступающую качеством, да еще и бесплатную, то можно не только быстро доехать, но и познакомиться с удивительными горными пейзажами и деревушками. А нам, пока двигались к Загребу, хоть краем глаза, но удалось взглянуть на знаменитые... Ребята, мы на Плитвицких озерах. Вы представляете, какая красота! Сколько водопадов! Говорят, они постоянно меняются, постоянно изменяются. Пробивает вода известняк, и известняк намывает новые барьеры очень быстро. И появляются новые пороги, каскады. Сейчас
Сейчас осень, и воды много, и это необыкновенно красиво. Жаль, что мы уже после захода солнца оказались здесь. А вода какого необыкновенного цвета. Кто-то считает, что Плитвицкие озера достойно называть одним из чудес света природных. А национальный парк Плитвицкие озера в Хорватии охраняется ЮНЕСКО. Невозможно попрощаться с Загребом, не взглянув на главный собор Хорватии. 105-метровые башни Загребского собора или собора Вознесения Девы Марии, святых Стефана и Владислава виднеются отовсюду. Этот храм даже изображен на купюре в 1000 хорватских кун. В неоготическом стиле этот собор построен. И, как говорят, то одна башня реставрируется, заканчивается реставрация, начинается реставрация другой башни. И так без конца. И местные уже даже не замечают этих лесов. Находится он в историческом центре Нижнего города. Построен храм на этом месте в XI веке, но в XIII во времена монгольского нашествия был разрушен. В XV веке вокруг него возвели мощную защитную стену, чтобы уберечь от османских завоевателей. Не раз страдал собор от землетрясений. Худшим для здания оказались 1880 и 2020 годы. Пока столица Хорватии, а нам путь держать до Словении. Облака висят прямо на холмах. Деревни такие разноцветные, там краски обалденные. Очередь из грузовиков такая. Это из-за того, что в Евросоюз они собираются въезжать, что ли? Наверное. Ну они, смотри, подожди, они на обочине как будто стоят, они не едут никуда. Милиция их там туда. Полиция прижала к борту на наших глазах, да, крайнюю машину последнюю. Ничего себе, сколько это очередь. Транзит у нас, да, маски надо, нет? Это не надо. Это граница Хорватии и Словении, то есть шенгенская зона начинается в Словении.